И решил я допилить свою схему с литиевыми батареями. Вот мои литиевые батареи, вот старт. Короче, не буду все рассказывать заранее. Хотите, посмотрите в роликах про литий, которые я делал раньше. Минус моей схемы: у меня не идет заряд на стартовый аккумулятор и при питании от берега. А почему? Потому что зарядник у меня настроен на литий. Я долго думал, что делать, и в конце концов решил поставить DC-DC от лития на старт. Сейчас я его распакую. Как всегда, это у нас будет Victron, и нам надо подумать, куда мы его сможем поставить. Вот он, кстати, и лежит здесь. Распаковка. Вот этот DC-шник, опять с Bluetooth. Сейчас подумаем, куда его можно будет поставить. И похоже, для DC-DC зарядника у нас место только здесь. Будем Solar контроллер сдвигать или влево, или вправо, и рядом ставить DC-DC. Кстати, DC-DC у нас на 18 ампер. Более чем. Стартовый аккумулятор у нас 75 ампер. Заряжать его будет быстро. Ну что ж. Вот, в общем-то, примерно то, что нам надо сделать. Подключение DC-DC контроллера проще не бывает. Вход 12 вольт от лития или сервисных батарей, и выход мы пускаем на стартовую батарею. То есть солнечные батареи у нас заряжают литий, и заряд с лития перетекает на стартовую батарею. Ура! И нам вообще не надо будет береговое питание. Вот наше аккумуляторное хозяйство. 3 литиевых батареи и 1 свинцовая АГМ Excite. Кстати, прошлый Excite прожил у меня 10 лет на этой лодке. Что значит идеальная схема? Посмотрим, сколько проживет в этой при новой компоновке. Но место прикрепить вот этот блочок у нас в принципе только одно. Просится это все вот сюда, куда-то. Сейчас будем сдвигать этот контроллер влево и крепить рядом новый контроллер. Или наоборот. Вправо и слева крепить новый контроллер. Поехали. Ну вот, мы подключили контроллер, который DC-DC, который зарядник. Вот они так два стоят. Правда, для этого пришлось снять инвертор. Сейчас мы это все будем возвращать обратно. Мы его подключили уже к аккумулятору лития 12 вольт. Лампочки горят, значит, он работает. По идее, сейчас его уже можно настраивать. И еще я решил в эту схему вот такой предохранитель поставить. Автомат. Включается, выключается. Это нам даст возможность, кстати, когда не надо, этот зарядник отключать. По крайней мере, лишний Bluetooth в лодке не будет нам свистеть или фонить. Кому как больше нравится. Все, ставим сейчас обратно инвертор. Приводим провода все в порядок. И подключаемся к стартовой батарее. Поставили инвертор. Контроллеры у нас работают. Вот, я его уже настроил на АГМ аккумулятор. И настроил его в качестве зарядника. Теперь осталось подключить
только АГМ аккумулятор наш, а у меня нету нормальной клеммы. Перенесем это на завтра. Мы закончили нашу схему подключения литиевых батарей. Наконец-то она полностью допилена. Итак, в итоге что мы имеем? По сути, мы имеем 4 зарядника. Один зарядник у нас работает от берегового питания. Второй зарядник, он у нас запитывает литиевые батареи от солнечных панелей. Третий зарядник, он у нас запитывает литиевые батареи от альтернатора двигателя. И четвертый зарядник, Орион, он у нас запитывает стартовый аккумулятор от литиевых батарей. Итого у нас 2 банка батарей, литиевые и стартовые, заряжаются от солнечных панелей или от двигателя. И Орион Smart Controller нам показывает состояние стартового аккумулятора. На входе у него 13,2, на выходе 13,4. Наша схема оказалась нерабочей. Вернее, частично нерабочей. Что у нас произошло? Солнечные панели через этот контроллер заряжает наш литий. Литий через DC-DC контроллер заряжает наш стартовый аккумулятор. Но при этом у нас еще стоит контроллер заряда лития от двигателя. И в то время, когда двигатель не работает, литий через контроллер начинает заряжать наш стартовый аккумулятор, как мы и хотели. Но при этом стартовый аккумулятор через этот контроллер начинает заряжать литий. И по сути у нас получается схема, что литий заряжает сам себя через 2 контроллера. Как этого избежать? Надо просто разорвать цепи. Вот один разрыв цепи, вот второй разрыв цепи. Я заказал реле, которые будут это все делать через выключатель или автоматически. Ну а пока просто поставим таких 2 автомата-предохранителя. Одна цепь всегда должна быть разомкнута, или эта цепь, или эта. Когда мы заряжаемся от солнечных панелей, у нас должна быть разомкнута эта цепь. Этот контроллер не должен участвовать в процессе. А когда мы заряжаемся от двигателя и солнечных панелей, должна быть разомкнута эта цепь, и этот контроллер DC-DC не должен участвовать в заряде. Вот и наступил тот момент, когда наконец-то я допилил схему с литием. Теперь у меня солнечные панели заряжают литий. Литий у меня через контроллер заряжает старт. Все. Это когда лодка стоит у меня на якоре, или когда лодка стоит у меня в марине и не подключена к береговому питанию. Когда у меня работает двигатель, я переключаю работу на Renogy вот этим выключателем, отключаю контроллер DC-DC вот этим выключателем, и у меня работает старая схема. Напряжение приходит на старт, со старта оно приходит на Renogy, и с Renogy оно идет на литий. Ну теперь вроде все. А, нет, не все. Давайте сейчас покажу, что у нас работает. Сейчас у нас работает, заряжается старт и литий от солнца. У нас уже контроллер в режиме наполнения, а этот у нас тоже, наверное, в режиме наполнения. Сейчас посмотрим, что у нас, какие напряжения на батарее монитора. Вот 13,8 у нас теперь напряжение на стартовом аккумуляторе. И 14,18 у нас напряжение на литии.
Теперь, что мы сделаем? Давайте отключим контроллер. Раз. Выключили. Давайте теперь подключим Renogy. 2 подключили. И давайте заведем двигатель. Пойду заведу двигатель. Теперь у нас работает зарядка от двигателя. Orion Smart у нас отключен. И смотрим, что у нас. Литиевые батареи показывают 14.35. Стартовые 14.3 показывают. Индикация контроллера Renogy. Вот так это все визуально работает. Видно, что работает двигатель. С двигателя идет зарядка на старт и идет зарядка на сервис. Здесь мы, напоминаю, можем менять старт от 50 до 10 ампер. Я пока ставлю 20. Недостаточно. Ок. Это выключаем. Вот сейчас 74 ватта поступает. Теперь заходим в приложение Victron. Теперь у нас 2 контроллера. Один у нас сейчас отключен. Smart Solar у нас. Что он нам показывает? Показывает 0 заряда, потому что у нас поглощение сейчас идет. И история. История у нас заряд совсем маленький сегодня и вчера, и позавчера. Это потому что, в принципе, батареи забиты. Вот эти 400 ватт, примерно, расход в день. Это холодильники, там какие-то маленькие бытовые приборы. Типа освещение, туалет, вода. И сейчас я попробую подключить второй контроллер. Для этого надо будет выключить двигатель. Я выключил двигатель. Кстати, можно посмотреть. Пошла у нас хоть какая-то зарядка. 1 ватт поглощения. 0,1 ампер. То есть ничего не идет. И вот Orion Smart Controller DC-DC. У нас идет режим наполнения. Вход 14, выход 14,7. Все хорошо. Ну и тут 2-3 положения: наполнения, поглощения, плавающий заряд. То есть, я уже наблюдал поглощение. Плавающий заряд, видимо, будет попозже. Мне пришло вот такое реле, которое мы сейчас будем устанавливать. Реле на 200 ампер. Разрыв, соединение. Питание 12 вольт для управления реле. И вот такой пульт управления. On. Реле замыкается. Off. Реле размыкается. Все очень просто. Вот таких 2 реле я сейчас поставлю вместо наших выключателей. Вернее, не вместо наших выключателей, а поставлю байпас. То есть их параллельно. Для того, чтобы не лазить каждый раз вниз, а имея пульт управления, можно легко будет управлять нашими соединениями. Параллельно вот этим 2 автоматам ставим реле, которое будет работать с пульта дистанционно. И нам не надо будет сюда все время лазить, включать, выключать эти автоматы. Идем работать. Ну, я поставил реле. Вот оно. И теперь оно, когда мне надо, включает функцию заряда от двигателя. Вот примерно вот так. А когда надо, выключает. Теперь переходим к этому узлу. Здесь я решил просто снять этот выключатель и поставить реле. Почему? Потому что даже если реле откажет, то что мы в конце концов получим? У нас просто от солнечных панелей не будет заряжаться стартовый аккумулятор. Рано
или поздно мы это увидим и исправим. Поэтому что теперь? Снимаем этот выключатель и вот эти два провода заводим на реле. Поставил я второе реле вот таким образом. В общем-то и все. Конечно, не так немножко, как я хотел. Получилось не так, как я думал, а немножко криво. Но, тем не менее, рабочая схема. Следующее утро, и у нас на бэттери-мониторе все в порядке. Сервисные батареи нам показывают 14-19, хотя сегодня у нас очень мало солнца. И стартовый аккумулятор у нас показывает 13,76. В общем-то, все как положено. Схема работает. Ура! И теперь последний штрих. И последний штрих у нас делает Татьяна. Своим лаком для ногтей. Своим лаком для ногтей. Вперед! Что нам надо сделать? Нам надо просто обозначить, где какой пульт у нас. Чтобы в самый неподходящий доллар момент... или русскую писать? Любую, какая тебе больше нравится. Мне как доллар нравится. Давай. Вот, пожирнее. А белого лака не было у тебя? Не-а. Зачем мне белый лак? Да, красный на черном. Ну, видно. Видно, окей. Сейчас чуть-чуть здесь. Пусть высохнет. Потом покроем. Теперь буква D. D это двигатель, D это дизель. D это лучшая энергия. На камере, наверное, ничего видно не будет. Не знаю. Ну ладно. Ты прямо как заправский художник. Да ладно, все, моя кисточка. Вот и все. Таня еще хочет покрыть это все бесцветным лаком. Ну, чтобы закрепить, чтобы она не стиралась быстро. Но мне кажется, это уже будет перебор. Всем спасибо за просмотр. Задавайте вопросы, если у кого-то есть. Если кому-то надо что-то еще лаком покрыть для ногтей. Да, Таня готова. Лак у меня еще есть. Да. Берегите себя. Пока. Пока-пока.